Привет! Вы на канале Лилия DIY Art Stories. И меня, понятно, зовут Лилия. Такая кружевная и немного гламурная тыква может украсить ваш или чей-то интерьер в эти осенние дни. Ну что, сделаем? Для основы я взяла пивной картон толщиной 1,5 мм. По шаблону обвожу контур тыквы. Ссылку на скачивание шаблона вы найдете под видео в описании. На велюре темно-зеленого цвета обвожу картонную заготовку. По краю добавляю припуски примерно 1,5 см и вырезаю деталь из велюра. Картонную заготовку укладываю на изнаночную сторону велюровой детали и припуски приклеиваю по всему контуру. Использую полимерный клей. Вы можете взять любой подходящий для ткани клей, который не схватывается мгновенно, но достаточно быстро сохнет и при этом не размокает бумагу или картон, как ПВА, который на водной основе. Для этой цели мне нравится использовать прозрачный полиуретановый или полимерный клей. Чтобы ткань в уголках легла четко по контуру картона, на припусках напротив уголков делаю надсечки, не доходя примерно 3 мм до края картона. В этих местах немного срезаю ширину припуска. А там, где припуски будут наслаиваться друг на друга, подрезаю углы. Подклеив припуски по всему контуру, получается вот такая заготовка. Из кружевной ткани вырезаю одну овальную деталь и 2 зеркально отраженных детали в виде полумесяца. Их шаблоны вы также найдете по той же ссылке под видео. Приклеиваю кружевные детали на велюровую основу. Белый шпагат, он толщиной 5 мм, приклеиваю по краю кружева на всех 3 деталях, пользуясь термоклеевым пистолетом. Когда я разрезаю свой шпагат, то концы начинают быстро раскручиваться, поэтому в месте разреза я наматываю кусочек скотча и разрезаю посередине ширины скотча. Он остается на обеих сторонах шпагата. Опаливаю кончик шпагата и снимаю скотч. Так оклеиваю шпагатом контуры 2 других кружевных деталей. На верхушке наклеиваю шпагат, закручивая его произвольным образом.
Вот такая основа получилась. На картон обвожу еще шаблон основы тыквы. Отступаю от контура внутрь 2-3 мм и вырезаю деталь. На получившейся детали намечаю 2 отверстия. Делаю это произвольно, но на одинаковом расстоянии от низа детали. В отверстие завожу и закрепляю шпагат. Затем картонный задник приклеиваю и оставляю на некоторое время сохнуть под зажимами. Для украшения буду использовать разные цветы и веточки. Некоторые делала сама, они из фоамирана. Это маленькие красные розочки, фиолетовые гортензии, которые больше похожи, наверное, на фиалки, и 2 оранжевые хризантемы. Как я делала красные розочки и фиолетовые гортензии, ссылки на эти видео я оставлю в описании. На хризантемы мастер-класса у меня нет, но на YouTube предостаточно видео на эту тему. Итак, оформляю цветочную композицию. Все элементы я наклеиваю, используя термоклей. Он достаточно хорошо ведет себя на ткани, фоамиране и других пористых материалах. Добавляю все ягодки, веточки и, конечно же, все это фиксирую на клей. Внизу панно я буду подвешивать вот такую кисточку. Для нее взяла вискозные нитки. Сначала делаю основу с бусиной. Отрезаю нитку длиной примерно 30 см. Складываю ее пополам и навешиваю металлическое колечко диаметром 1 см. Концы нити продеваю в иглу и нанизываю 2 бусины диаметром 1 и 2 см. Нитку с бусинами пока откладываю. Теперь делаю из тех же ниток 2 длинные намотки, каждая длиной по 40 см. В одной намотке 16 нитей. Укладываю намотки друг на друга крест-накрест и завожу концы вот таким образом. Последний конец провожу в первую петлю и затягиваю узел. Тяну равномерно, чтобы концы в итоге оказались примерно одинаковыми. Сильно узел не затягиваю, чтобы потом он получился слегка объемным. Втягиваю с помощью иглы бусину в середине узла и при этом между бусиной и узлом нанизываю колечко.
И дальше плету такой же узел. Нитку с бусиной оставляю в центре узла. И еще один узел. Подтягиваю низ с бусиной и собираю концы плотно под узлом. Перетягиваю другой ниткой основание узла, делая витки вокруг кисти. Обратите внимание, что внизу я оставила петлю, а начало нитки всегда должно находиться над витками. Теперь, когда витков достаточно, нижний конец нити завожу в петлю и затягиваю узел, втягивая его под нитки. Получилась вот такая кисточка. Теперь на панно внизу шилом делаю отверстие. В него вставляю металлическое колечко, на которое навешиваю кисточку. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это поможет мне в продвижении этого ролика и развитии канала. Спасибо всем за внимание и, как всегда, жду на своем канале.